Сегодня вы увидите то, что турецкие звезды пытались скрывать неделями. Скандалы, о которых пишут только смелые издания. Резкие повороты, которые разорвали фан-сообщество пополам. И события, после которых карьеры любимых актеров уже никогда не будут прежними. Это официальный дайджест новостей из подтвержденных источников, а также мое личное мнение как автора, и я гарантирую вам. В самом конце видео вас ждет самый неожиданный поворот из всех. Сегодня мы разберем, почему один актер оказался втянут в историю, которая может изменить всю индустрию. Кто вернулся так громко, что это потрясло турецкий шоу-бизнес? Какой эпизод едва не стал трагедией? Кого фанаты подозревают в новом тайном романе? И какая премьера вызвала больше шума, чем любые сериалы за последние месяцы? Выключить это видео значит пропустить самое горячее, что происходит в мире турдизи прямо сейчас. Поехали! В турецкой индустрии сериалов редко бывают моменты, когда все замирает, а внимание переключается на одного человека. Но именно так произошло, когда стало известно, что Хюлия Авшар, актриса, имя которой десятилетиями звучало как символ уверенности, темперамента и экранной силы, принимает приглашение на новую роль после долгого перерыва. Казалось, она ушла из мира многосерийных проектов окончательно. Многочисленные интервью, в которых она говорила, что больше не хочет снова входить в жесткий ритм съемочного графика, воспринимались как закрытая дверь. Но неожиданно именно сценарий истории под названием «Лилияр» стал тем самым ключом, от которого эта дверь снова приоткрылась. В центре внимания образ Фазилет – женщины, чья внешняя скромность скрывает внутренний стержень. Ее появление в кадре задает энергию всей истории. Ее голос звучит уверенно, но не жестко, а взгляд такой, будто он прошел через многое и больше не боится столкновений с реальностью. Эта женская твердость, обрамленная спокойствием, выглядит особенно впечатляюще для зрителей, которые привыкли видеть Хюлию Авшар в совершенно иных ролях, ярких, экспрессивных, зачастую дерзких. Здесь же она словно поднимается на новую ступень карьеры, где сила не демонстрируется, а ощущается бессознательно. Но за кадром еще интереснее. На площадке многие говорят, что в ней будто что-то изменилось. Сама актриса признается, что давно не ощущала такого внутреннего вовлечения. И когда она говорит, что некоторые истории сами выбирают актера, становится ясно, «Лилияр» не просто очередной проект, а эмоциональное возвращение к профессии, которая сделала ее звездой. Возможно, именно поэтому внимание прессы к запуску сериала было настолько сильным. В индустрии любят новые лица, но возвращение легенды – это особый момент, когда прошлое и настоящее встретились и будто друг другу сказали: «Ну что, продолжаем». И пока все обсуждают, какую новую грань откроет Хюлия Авшар, за пределами площадки разворачивается куда более спорная история, связанная с актером совершенно другого склада, человеком, которому предстоит столкнуться не с классическим сценарием, а с вызовом, которого турецкая индустрия прежде не знала. И речь идет о проекте, способном изменить саму природу актерства. История, в которую оказался втянут Акин Акиноюзу, возникла не из обычного конфликта или громкого личного события, она появилась там, где никто не ожидал. На пересечении искусства и технологий, где пока еще нет дорог, но уже есть шум. Именно туда и шагнул актер, не подозревая, что проект, к которому он присоединится, станет одним из самых обсуждаемых за последние годы. Название «Тессеракт» звучало футуристично, но никто не предполагал, что за ним стоит не просто амбициозный эксперимент, а история, которая заставит всю индустрию пересмотреть границы привычного. Сериал, в котором используются цифровые версии актеров, казалось бы, открывал новые горизонты для жанра. Но вскоре стало ясно, виртуальные тела и голоса – это не про будущее, а про новый вид конкуренции, где актеры могут внезапно обнаружить, что на экране их образ существует без их участия. Когда имя Акина оказалось среди тех, чьи лица используются в проекте, разговоры вспыхнули мгновенно. В индустрии, где каждое движение актера, каждая интонация, каждая эмоция создаются годами труда, сама идея, что искусственный интеллект может воспроизвести это без участия человека, прозвучала тревожно. А когда профсоюз выступил с критикой, называя такие методы «опасной зоной», воздух буквально загустел.
Казалось, в нем висел вопрос: кто вообще будет защищать границы профессии, если эти границы начали стираться? Акин говорил спокойно, но твердо. Его позиция не была эмоциональной вспышкой, это было заявление человека, который привык бороться за смысл в каждом проекте. Он подчеркивал, что творчество не должно превращаться в цифровую копию, где актер существует только в виде набора данных. И когда он произнес, что намерен защищать свои права законным путем, стало понятно: история выходит за рамки отдельного сериала. Она превращается в спор о будущем профессии, в котором один актер стал голосом многих. Эта ситуация выявила новое напряжение, но в тот же момент напомнила о том, насколько важным остается человеческое присутствие в кадре. Именно оно создает тот самый уникальный момент, когда зритель забывает, что смотрит проект, и верит в историю. И есть актеры, которые идут к этой вере самым необычным путем, даже если ради роли им приходится учиться совершенно новому ремеслу. Когда актер выбирает роль, зритель редко задумывается о том, какую цену он платит за правдоподобие своего персонажа. Иногда это тяжелая эмоциональная нагрузка, иногда физическая подготовка, а иногда необходимость войти в профессию, о которой он раньше только слышал. Именно такой путь выбрал Джелик Нальджакан, когда принял участие в съемках проекта «Рюэ Гиби». На первый взгляд, комедийная драма о людях, чьи мечты сталкиваются с реальностью, выглядит легкой, почти воздушной. Но герой Джелика, Тарык, человек, который живет в ритме своего небольшого салона красоты и знает о прическах, укладках и настроениях клиентов больше, чем сами клиенты о себе. Чтобы передать эту легкую, но точную профессиональную уверенность, актеру пришлось не просто примерить фартук, а действительно ощутить ремесло руками. Он обучался техникам, которые внешне кажутся простыми: как держать ножницы, с какой скоростью двигаться вокруг кресла, почему одни волосы падают мягко, а другие сопротивляются. Но за этими мелочами стояла главная задача – не сыграть парикмахера, а стать им настолько естественно, чтобы зритель поверил каждому движению. И это стремление добавило роли особого очарования. Тарык в его исполнении не выглядит случайным гостем в мире красоты, он органичен, утончен, местами смешной, но всегда настоящий. Интересно то, что именно такие роли создают ощущение внутреннего тепла у зрителей. Они чувствуют, что актер не просто читает текст, а вкладывает время, энергию и почти ремесленное мастерство в создание своего персонажа. За это зрители любят не жанр, не сюжет, а самого актера, который дарит истории правду. И зачастую именно после таких ролей карьера движется в неожиданном направлении. Но в то время как Джелик Нальджакан раскрывает новые грани реализма в своей роли, другие актеры выбирают совершенно иной путь – путь проектов, которые трогают не личное пространство, а самые глубокие общественные темы. И один из таких проектов уже назвали одним из самых смелых на современном турецком экране. Среди множества сериалов, где человеческие судьбы переплетаются с бытовыми конфликтами или романтическими драмами, иногда появляется история, которая словно смотрит прямо в центр общества. Проект «Сумут» стал именно таким. Его не называют просто сериалом, чаще о нем говорят как о высказывании, как о попытке прикоснуться к теме, где эмоции нередко становятся сильнее слов. Бурак Хыккай и Айча Варлиер присоединились к проекту в тот момент, когда вокруг него уже формировалась особая атмосфера. Это не та работа, которая выбирается ради экранного блеска или легкой популярности. Это история, где персонажи несут на себе вес времени, культуры и непростых решений. Их герои – не декоративные фигуры в центре красивой картинки, а люди, которым приходится сталкиваться с реальностью, где каждый выбор оставляет след. Съемки стартовали в Медьяте, месте, в котором сама архитектура напоминает о слоях истории. Каменные улицы, узкие проходы, теплый песочный цвет домов – все это будто создано для того, чтобы история дыхала настоящим. Именно в такой атмосфере актеры неизбежно втягиваются в мир своих персонажей глубже, чем в обычных постановках, окружающая среда становится частью их игры. Внутри серии зритель сталкивается с темами, которые редко появляются в развлекательных проектах. Здесь нет легкого смеха или упрощенных мотиваций, каждый диалог – будто осколок большого разговора о стойкости, выборе и человеческом достоинстве. Актеры как будто не рассказывают историю, они проживают ее вместе со зрителем,
заставляя чувствовать, что происходящее на экране не где-то далеко, а может быть рядом, во внутреннем пространстве каждого, кто смотрит. И, возможно, именно благодаря таким проектам зритель вдруг по-новому начинает ценить более светлые истории, где вместо тягостных тем место для тепла, романтики и попыток понять друг друга не через испытания, а через чувства. Индустрия Турдизи всегда умела держать баланс между тяжелыми и вдохновляющими жанрами, и именно поэтому за одной глубокой драмой часто следует рассказ о любви, которая способна вырасти даже там, где кажется, что для нее нет места. В мире турецких сериалов истории о любви появляются часто, но лишь некоторые из них сразу вызывают ощущение, что зритель станет не просто наблюдателем, а участником эмоционального путешествия. Именно таким проектом стал Севдигим Сенсин, работа, в которой Айтач Шашмас и Хелин Кандемир встречаются в сюжетном пространстве, где чувства сталкиваются не с банальными препятствиями, а с теми барьерами, которые веками формировались в семьях, традициях и обществе. В этой истории нет мгновенной симпатии, которая вспыхивает легко и красиво. Здесь любовь словно пробирается сквозь плотные слои того, что вложено в героев их прошлом. Айтач создает образ молодого мужчины, который вырос под тяжестью ожиданий семьи. Его характер сформирован строгими нормами, и даже собственные желания он привык рассматривать не как импульс, а как ответственность. Напротив, героиня Хелин Кандемир несет в себе хрупкость и внутренний протест. Она выросла в мире, где нежность и смелость идут рядом, но за любую самостоятельность нужно платить. Когда эти два мира пересекаются, возникает не просто романтическое чувство, между ними появляется пространство, которое либо разрушает обоих, либо меняет их навсегда. Съемки в Агры и Стамбуле подчеркивают контраст: величественные горы, где все кажется первозданным и честным, и большой город, где трудно услышать собственный голос. Это ощущение перехода между разными мирами становится символом их внутреннего пути. Каждая сцена наполнена мягким напряжением. Герои хотят приблизиться друг к другу, но каждый шаг требует преодоления себя, своей среды, своих страхов. И зритель чувствует, что эта любовь не про красивые жесты, а про стремление понять другого человека, даже если мир вокруг против. Но реальность индустрии такова, что не каждая история любви получает возможность раскрыться полностью. Иногда судьба проектов, как и судьба людей, зависит от множества факторов, от рейтингов до конкуренции. Именно поэтому следующие события, связанные с Энгином Акъюриком, стали настолько ярким контрастом на фоне этой трепетной, почти хрупкой романтики. Контраст, который возник вокруг Энгина Акъюрика, был почти кинематографическим. В один момент он оказался между двумя историями, чьи судьбы разошлись по совершенно разным траекториям. С одной стороны, проект, который должен был стать долгой драмой, разворачивающейся постепенно, но внезапно завершился раньше, чем зрители успели по-настоящему погрузиться в его мир. С другой, работа, которая не просто удержалась, а набрала такую силу, что получила продолжение, за которое обычно борются месяцами. Баракет Летопроклар стартовал уверенно, богатая визуальная среда, драматические линии, атмосфера Адана – все обещало зрителю увлекательное путешествие. Энгин вложил в роль привычную глубину. Его персонажи редко бывают поверхностными, и здесь он снова создал образ, в котором чувствуется внутренняя борьба, стремление к справедливости и тихая, почти незаметная ранимость. Но иногда успешный старт не гарантирует долгой жизни. Решение о завершении сериала прозвучало неожиданно, будто кто-то выключил музыку в середине мелодии. Однако именно в этот период на поверхность поднялась другая новость, гораздо более жизнеутверждающая. Его проект Old Money, показанный на международной платформе, начал стремительно собирать аудиторию. Там, где один сериал закрылся, другой стал расти как на дрожжах. Просмотры увеличивались, обсуждения множились, и платформа, не дожидаясь завершения первого сезона, объявила о продолжении. Это был редкий момент, когда успех выглядел не как награда, а как необходимое подтверждение того, что сильная актерская игра может вывести любую историю на новый уровень. Энгин в этот период словно разделился на два отражения. Одно – герой проекта, который ушел слишком рано, другое – лицо международного хита, уверенно шагающего в следующий сезон. И зрители, которые следят за ним много лет, видели в этом не просто профессиональный контраст, а показатель той самой гибкости, которая отличает актера от исполнителя роли.
карьера в турецкой индустрии никогда не была прямой дорогой, она скорее напоминает движение по холмистому маршруту, где каждый подъем сопровождается новым испытанием. Именно поэтому следующие события, связанные уже не с карьерой, а с личной безопасностью актрисы, вызвали совершенно иные эмоции. Если в историях Энгина была драматургия профессии, то следующая новость напомнила, насколько важна реальность, что стоит по ту сторону камеры. Утро, которое должно было начаться как обычный рабочий день, для Эзги Намал превратилось в момент, когда привычный мир будто слегка дрогнул. Она направлялась на площадку, туда, где ритм съемок создает ощущение стабильности, где каждая сцена продумана, каждая эмоция находится под контролем. Но в реальной жизни нет дублей, и все решает один миг, один звук тормозов, один неожиданный маневр. Автомобиль, в котором она ехала вместе с детьми, попал в столкновение, и на несколько мгновений пространство между тем, что планировалось, и тем, что произошло, оказалось слишком тонким. Эти мгновения всегда оставляют след, даже если последствия оказываются не такими серьезными, как могли бы быть. В такие моменты люди, которые привыкли наблюдать актеров на экране, забывают, что за образом персонажа стоит кто-то очень живой, уязвимый, с семьей, заботами и тревогами. Когда стало известно, что актриса и дети не получили значительных травм, для многих это прозвучало как облегчение. Эзги позже призналась, что ремень безопасности сыграл решающую роль, и ее спокойный голос в этот момент ощущался как попытка не создавать лишней паники среди тех, кто следит за ее жизнью и карьерой. Но ее короткая фраза о том, что «все в порядке», содержала в себе куда больше эмоций, чем любой подробный рассказ мог бы передать. Эта история мгновенно распространилась по новостным лентам не потому, что это происшествие, а потому, что к актрисе, играющей яркие и сильные роли, у зрителей есть особое чувство, будто она член их большой телевизионной семьи. И когда с такими людьми что-то происходит, общество реагирует почти так же, как на события, происходящие с близкими. Но время в индустрии движется быстро, и после подобных тревожных новостей зритель невольно тянется к тем историям, где человеческие эмоции выражаются через творчество, к тем, где актер сам выбирает момент ухода, а не обстоятельства. И следующее событие как раз об этом, об актрисе, которая решила закрыть важную страницу своей профессиональной жизни. Когда актер покидает проект, зритель обычно видит только внешний жест, короткое сообщение, несколько строк в социальных сетях, иногда совместное фото с командой. Но уход Сылы Тюркоглу из «Кызылджик Шербети» оказался моментом настолько теплым, личным и почти интимным, что его сложно было воспринимать как обычное профессиональное решение. Он напоминал прощание не с ролью, а с целой жизненной эпохой, прожитой на глазах у миллионов. Ее персонаж, Дога, был не просто частью сериала, она стала связующим звеном между очень разными зрителями, которые видели в ней то силу, то уязвимость, то неподдельную искренность. И когда Сыла решила закрыть эту главу, в ее словах ощущалась не усталость и не желание перемен, а благодарность за путь, который оказался куда длиннее и насыщеннее, чем предполагали вначале. Ее прощальное письмо не было написано холодным тоном. Оно звучало так, будто она говорит не с поклонниками, а с одним человеком, которому можно доверить все эмоции, накопленные за долгие сезоны. Она признавалась, что эта история сделала ее другой, что оставаться в ней дальше значит не дать себе возможности двигаться вперед. Такие признания редко звучат публично, но именно в них и была искренность, которая так подкупила зрителей. Интересно, что ее уход не стал громким конфликтом или шоком. Он воспринимался как естественное завершение пути, который она прошла честно и до конца. И в то время как поклонники делились воспоминаниями о самых ярких сценах, индустрия обратила внимание на другое, на то, что Сыла, сделав шаг в сторону, освободила место для внутренних перемен, новых ролей и совершенно иного творческого дыхания. И как часто бывает в мире сериалов, когда одни актеры закрывают свои истории, другие, наоборот, неожиданно входят в проекты, которые уже успели завоевать аудиторию. И приход такой актрисы, как Илайда Чевик, в один из самых обсуждаемых сериалов сезона стал именно таким моментом, когда внимание мгновенно переключается и рождается новое ожидание. Иногда актеры приходят в проект как новое дыхание, и их появление превращается в событие само по себе, особенно если речь идет о сериале, который уже успел стать одним из самых обсуждаемых в сезоне.
Именно такой эффект произвел приход Илайды Чевик в Халиф Киклерин Чаграсы. Это не просто пополнение актерского состава, это момент, когда зритель инстинктивно чувствует, что динамика истории изменится. Сериал уже привлек внимание благодаря своей атмосфере и особому ритму повествования. Он объединяет элементы семейной драмы, интриги и глубокого характерного конфликта, создавая мир, где каждый герой словно несет на себе часть скрытой истории. Актеры, участвующие в проекте, уже сформировали сильную основу, поэтому каждое новое лицо должно не просто вписаться, а привнести дополнительную эмоцию. Илайда Чевик известна тем, что умеет создавать на экране героинь, в которых чувствуется не только внешняя красота, но и внутренняя сила. Ее появление в кадре обычно несет ощущение движения, будто история получает новый вектор. В Халиф она пришла именно в такой момент, когда сюжет нуждался в свежем импульсе, и это стало одной из причин, по которой новости о ее присоединении так быстро разлетелись. Индустрия любит предугадывать, как изменится сериал после появления новой актрисы, и в этот раз предположения были особенно смелыми. Считалось, что ее героиня может стать тем самым элементом, который приведет историю на новый уровень, там, где эмоции становятся острее, а конфликты глубже. И зритель, который уже полюбил проект, почувствовал это почти интуитивно. Кажется, иногда достаточно одного человека, чтобы мир истории стал шире. Но если приход Илайды стал профессиональным событием, то следующая новость затронула сферу, которая всегда вызывает живой интерес у публики, личную жизнь актеров. Особенно тогда, когда романтические слухи возникают на съемочной площадке и начинают жить собственной жизнью. И следующая история как раз о том, как два актера превратили рабочее пространство в место, где эмоции, возможно, вышли за рамки сценария. На съемочных площадках нередко рождаются теплые дружбы, которые выглядят почти как маленькое чудо среди бесконечных дублей, плотных графиков и напряженного ритма производства. Но иногда эта дружба начинает обрастать подробностями, которые зрители замечают быстрее самих участников событий. Именно это и произошло вокруг Берка Атана и Гикче Акылдыс во время работы над сериалом «Гönül Dağı». Этот проект давно стал для аудитории чем-то большим, чем просто история. Его атмосфера, наполненная искренностью и узнаваемыми человеческими переживаниями, создала ощущение теплого пространства, где каждый персонаж живет по-настоящему. В такой среде актерам особенно легко раскрыться, а зрителям почувствовать их энергетику. И когда в сериал вошла Гикче Акылдыс, многие сразу отметили, насколько естественно она вписалась в ансамбль. Наблюдательные зрители быстро обратили внимание на то, как часто Берка и Гикче видели вместе за пределами съемочного процесса. Появились фотографии, где они улыбаются друг другу чуть теплее, чем просто коллеги. Лайки, оставленные под снимками, совпадения в комментариях, короткие видео со съемочной площадки – все это постепенно складывалось в отдельную линию, в которой интрига была не выдуманной, а очень живой. При этом оба актера никак не комментировали слухи. Их молчание стало только подогревать интерес, заставляя обсуждать каждый их совместный кадр. Для зрителей такие истории – не просто развлечения. Они дают возможность взглянуть на актеров не как на персонажей, а как на людей, которые могут испытывать эмоции так же ярко, как их герои на экране. Но в мире Турдизи романтические слухи – это лишь одна сторона интереса. Есть еще и другое измерение – образ жизни звезд, их увлечения и достижения, которые показывают, насколько многогранны люди, которых привыкли видеть лишь в ролях. И следующая история как раз о таком моменте, о жесте, который стал своеобразным символом успеха одного из самых узнаваемых актеров Турции. В мире, где актеры постоянно находятся под пристальным вниманием, любые их решения, от выбора роли до изменения внешности, становятся новостями. Но есть поступки, которые поднимают волну интереса намного выше обычного. Именно так произошло с Кыванчем Татлытуом, чье новое увлечение морем давно переросло в нечто большее, чем просто хобби. Когда стало известно, что актер приобрел новую яхту, реакция была мгновенной, и далеко не только потому, что это дорогая покупка. Кыванч всегда производил впечатление человека, который ищет баланс между активной карьерой и внутренним спокойствием.
Морские путешествия стали для него способом возвращаться к себе, к тишине, к собственным мыслям, к состоянию, которое сложно получить в рабочем потоке. Поэтому новость о его новой яхте выглядела не как демонстрация роскоши, а как логичное продолжение пути, на который он встал давно. Судно стало для него не просто средством передвижения. В его глазах это пространство, где можно отвлечься от шума, отключить телефон и почувствовать свободу, которая появляется только тогда, когда вокруг вода и горизонт. Покупка стала поводом для множества обсуждений, но в каждом комментарии чувствовалось уважение. Зрители знают, насколько насыщенной бывает жизнь актера, и понимают, почему такие моменты личного спокойствия дороги. Интересно то, что обсуждение яхты совпало с периодом, когда имя Каванчи снова стало чаще появляться в медиа, но уже по другой причине. В Турции традиционно уделяют большое внимание рейтингам привлекательности актеров, и то, что произошло дальше, стало одним из главных инфоповодов месяца. И внимание общественности плавно переместилось на другого актера, чье имя давно стало синонимом харизмы. Когда разговоры о Каванчи уже достигли пика, внимание неожиданно сместилось, и не куда-то в сторону, а прямо на человека, который давно стал символом современного турецкого экрана. Чагатай Улусай вновь оказался в центре обсуждений, когда получил титул самого красивого мужчины Турции 2025 года. Казалось бы, он не новичок в подобных рейтингах, но именно в этот раз реакция была особенно бурной. Не потому, что титул редкий, за годы его карьеры подобных признаний было немало. Важно другое: Чагатай давно перестал быть просто красивым лицом индустрии. Его последние проекты показали, насколько многогранным он стал как актер, и публика увидела в нем сочетание внешней харизматичности и внутреннего спокойствия, которое редко встречается в мире, где каждый шаг под прицелом камер. Поэтому этот титул воспринимался не как поверхностное признание, а как символ его статуса, который складывался годами. Интересно, что он отреагировал на это в привычной для себя манере, спокойно, без лишней громкости. Для него такие оценки не становятся поводом для самодовольства, а они скорее подчеркивают, насколько важно оставаться в гармонии с собой. Именно эта сдержанность и вызывает уважение у зрителей. В индустрии, где эмоции часто показывают на публику, он предпочитает говорить только тогда, когда действительно есть что сказать. Но этой новостью внимание публики не ограничилось. В это же время происходило еще одно событие – ежегодное голосование зрителей, в котором выбирают лучших актеров турецких сериалов. И именно благодаря этому стало ясно, какие имена действительно формируют сегодняшний облик Турдизи. Впереди был список тех, кого зрители выбрали сердцем, и эта картина оказалась куда более показательной, чем любой формальный рейтинг. Голосования всегда отражают не только вкусы зрителей, но и общее настроение индустрии. Это будто момент, когда тысячи людей, не сговариваясь, выбирают тех, кто сумел сказать им что-то важное через экран. Ноябрьский опрос на лучшего актера турецких сериалов стал именно таким, не просто перечнем популярных имен, а своеобразным срезом времени, где каждое имя в списке означало не количество лайков, а ту эмоциональную связь, которая возникает только между зрителем и актером, умеющим быть настоящим. В верхних позициях оказалось сразу несколько звезд, каждая из которых по-своему определяет настроение сезона. Кто-то стал лидером благодаря сильной драматической роли, кто-то – благодаря легкости и искренности, которые вносят тепло в истории, а кто-то – из-за мощной экранной энергетики, которая держит внимание даже в самых спокойных сценах. Эти имена словно вспыхивали на экране один за другим, показывая, насколько разнообразна турецкая индустрия. От харизматичных героев романтических проектов до глубоких актеров, способных одним взглядом передать внутренний мир персонажа. Примечательно, что зрители активно голосовали не только за тех, кто находится на пике популярности, но и за тех, кто стабильно работает, выбирая сложные роли и создавая персонажей, которые остаются с публикой надолго. В этих голосах читалось не просто восхищение, а благодарность за истории, за переживания, за моменты, когда сериал становится не развлечением, а эмоциональным убежищем. Такое голосование по-настоящему объединяет аудиторию. Кто-то отдает голос за любимого актера многих лет, кто-то поддерживает новое лицо, которое только начинает формировать свою экранную судьбу. Но в итоге именно такие события показывают, что турецкое сериаловедение живо, динамично и разнообразно. В нем есть место и для громких имен, и для тех, кто только делает первые шаги.
И на фоне всего этого внимания к актерским достижениям появляется еще одна яркая премьера, которую невозможно было бы оставить без внимания – история, в центре которой оказалась Ханде Эрчел. Премьеры всегда несут в себе особую энергию, ту самую смесь ожидания, волнительного предвкушения и тихого волнения, которое невозможно скрыть ни за яркими афишами, ни за официальными заявлениями. Но когда речь идет о Ханде Эрчел, каждая новая работа превращается в событие, которое обсуждают не только поклонники Турдизи, но и те, кто просто следит за культурой и медиа. Так произошло и с фильмом «Два мира. Одно желание», премьера которого стала одной из самых заметных в конце года. Фильм рассказывает историю, в центре которой люди, связанные нитями, что тянутся из разных этапов жизни. И самое интересное здесь даже не сюжет, а то, как Ханде и ее партнер Мет Нагдюльгер погружаются в эмоциональную динамику своих персонажей. Их герои встречаются не как незнакомцы, а как люди, между которыми когда-то пробежал свет детской дружбы, оставив след, который не исчезает со временем. Эта внутренняя линия делает фильм особенно теплым, будто дает возможность зрителю вспомнить о ком-то из своего прошлого, кто до сих пор живет в памяти. Ханде Эрчел в этой работе показала ту сторону актерского мастерства, которой иногда не хватает в масштабных сериалах – тонкость, сдержанность, эмоциональную мягкость. Ее героиня не стремится произносить громкие слова, не пытается быть яркой или заметной, она будто знает, что самые важные чувства не требуют демонстрации. Именно такой подход и создает ощущение подлинности, которое так ценят зрители. Премьера стала событием не только потому, что фильм долго ждали, но и потому, что на фоне насыщенного новостями сезона это был тот редкий момент, когда все внимание было сосредоточено на простой человеческой истории. Истории без громких скандалов, без резких поворотов, истории о связи, которая, несмотря на время и расстояние, продолжает звучать. «Два мира. Одно желание» словно стал финальной нотой в череде событий, которые происходили с турецкими актерами в последние недели. Каждая из этих новостей – возвращение легенды, технологические вызовы, новые проекты, личные моменты, рейтинги, премьеры – показала, насколько многогранная индустрия, насколько быстро она меняется и как сильно в ней ценится искренность. И когда загорается свет после финальных титров этого фильма, становится ясно, именно такие истории, живые, эмоциональные, человеческие, и держат зрителя рядом с актерами, сериалами и кино, помогая проживать жизнь чуть глубже, чем вчера. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте подписаться на канал «Любовь и мечты», поставить лайк и обязательно написать комментарий. Ваши слова вдохновляют и помогают нам создавать еще больше интересных историй. До встречи в следующих видео.